Ох, всем привет. Утро добрым не бывает. Последний день хаты на Фукуоке подошел к концу. Через 15 минут нужно будет переезжать. Вчера уже снял какой-то рандомный отель. Мы с Сережей решили пополам снять на последние дни на острове. Вещи уже собраны. Так что сейчас будет переезд по жаре через весь центр. И у нас квартира будет находиться прям в самой мясорубке. Вот просто в самой мясорубке. День обещает быть веселым. Всего лишь 1 месяц на острове, а у меня уже вещей как будто бы стало больше. Я ехал сюда, у меня было 2 рюкзака, теперь мне еще 1 добавился. Получается, что если я потеряю этот скутер каким-то образом, то я вот это вот все на себе, что ли, тащить буду. Такая себе идея. Не нравится много вещей. А на улице такая яркость вообще. Солнце. Не люблю солнце. Или люблю. Не. Короче, в переезде есть плюсы. Это то, что я проснулся сегодня ни свет ни заря, поспал часа, наверное, 3. Зато смонтировал видос. Отель, значит, мы снимаем на еще 8 дней. 8 дней — это вообще ничто. Может, еще 1 видос выйдет отсюда, с этого острова. А потом все, нужно будет как-то его покидать. И чем ближе вот эта дата приближается, тем как-то трепетно на душе, потому что я еду в другую страну, и там все будет новое. Новый мир, на самом деле, новая жизнь. Ну, прикольное ощущение. Хоть и немного стрёмно всегда. Привет. Чё ты погорелец? Выскочил, вот. Какие находишь? Вот я смотрю на тебя, Сережа, у тебя целый чемодан, багажа. А потом смотрю на себя, у меня плюс-минус как будто бы то же самое, только оно не в чемодане, а в рюкзаке все лежит. И считай, пледы. Место много занимать. Что, поехали? Поехали. 10 километров переезд в центр города. Авария на дороге. Рюкзак отцепился. С дроном. Самый ценный груз. Немножко проволочил его по земле. Жарко вообще, жесть. Надо перевязаться. Мы заехали в самую жопу центра. В общем, наш дом где-то вон там, Сережа, есть. Вот, по-моему, наш пассажир Ким Хом Кут. Сейчас по-быстрому рум-тур нашего 8-дневного отеля. И я предлагаю ехать куда-нибудь. Что хочешь, Сережа, выбирай любую активность этого острова. Мы ее можем осуществить, потому что время 12 часов. Даже часа нет. Con nói là hết phòng rồi, full phòng rồi. Okay, we stay here, okay. Thank you. Full. Yeah. Full. Фун? Что это значит, я не знаю. Она на меня фыркала, как лошадь. Приходится живиться тем, что дают, потому что у нас был, как обычно написано, вид на реку. Наш вид на реку, Сережа, очень уникален. Наверное, откуда-то с верхнего этажа вид на реку. А так что, 2 кровати есть, место хоть где пройтись есть, и стол есть. Вот. Ну что, разбираемся на 8 дней здесь. Ничего не хочется делать. Никуда на самом деле не хочется ехать, но я понимаю, что надо просто преодолеть. Немножко усилий, сейчас позавтракаем и поедем, наверное, на юг. Да, поедем исследовать Сантаун, потому что в Винворлде мы были, это на севере, и на юге есть Сантаун. Сантаун, это тоже типа искусственный город развлечений, я не знаю, честно. По идее, там красиво вот в дневное время суток. Ну и на закате что-то тоже там какое-то шоу происходит. Короче говоря, посмотрим. Здесь высокая кухня от Сережи. Как называется сегодняшнее твое блюдо? Сегодня? Хлеб, овощи и мясо. А наша мадам контролирует, чтобы Сережа не напортачил и не испортил. То есть здесь, смотрите, они стирают. Вот тут у них тоже какой-то... Или они прямо здесь живут, а здесь она шьет. Ты столько съешь, Сережа? Я себе готовлю. Потом говорит, вот, Сережа жрет до хрена 4 штуки. Не, со мной не поделился, какой он плохой. Все дела, да? Да, я понял. Одиночные номера вот поуютнее. Смотри, тут вид какой у них. Раскладушки есть. Как слушай, что у нас сделано из субпродуктов, блядь. Сережа, да тут все сделано из субпродуктов. Ты думаешь, это сосиска, сделана из мяса? Хорошо. Поехали. Поехали. А что ты лежишь?
Ты лежишь, я не мог лежать. Мы так никуда не уедем. Я уже читаю. Мы так никуда не уедем. Нам нужно выдвигаться. Поехали. Тебе надо вот не на скутере, а на Харли Дэвидсоне серый. И тогда все станет на свои места. Мы тут подобрали еще Андре. Случайно ехали, короче, он работает, что-то деньги доставляет. И вот сейчас едет на этом байке вот впереди. Доставляет его на Сантаун, как раз нам по пути. Прикольно. Уже по дороге встречаем знакомых людей. Ты че, Сережа, на ходу спрыгнуть, что ли, решил? Жаркая дорога, 35 километров нам ехать, практически на самый юг едем. И вот такая дорога будет до самого конца. Здесь, смотрите, все стройка, абсолютно ни хрена нет, заброшенная, либо недостроенная. Проехали, наверное, километров 15, просто непрекращающаяся стройка. На протяжении всего вот этого участка дороги, ну, практически полострова, а оно еще не построено. Дорога вообще идеальная. Такое ощущение, что ее только что положили. Прямая просто трасса. 35 километров. Мы 30 километров уже проехали, осталось 4. Мы просто долетели, мне кажется. Ты чё? Блин. Так, ну что? Добро пожаловать в Сантаун. Короче, это такой, да, будем называть это, буржуйский район. Вот так понятнее, мне кажется, будет, потому что здесь дорогие гостиницы, все заасфальтировано и такое как бы вылизанное. Вот какая-то английская будка даже стояла. Ну, короче, здесь какой-то закос, по-моему, под Испанию, может быть, или Италию. Пока ничего не понятно, но, в общем-то, весь этот город мы будем сейчас исследовать. Смотрите, он несколько ярусов у него есть. Можно еще наверх подняться. Так, заезжаем на второй уровень города. И выглядит все забавно. Необычно. Опять же, когда мы были на вот этом Вин Ворлде, там тоже все выглядело как в Европе. И здесь тоже, смотрите, ну, блин. Чувак с багетом. Это что, Франция, что ли? В общем, в целом мы уже на месте. Смотрите, какая красота. Фонтаны вот эти со львами. Это что вообще за архитектура? И, собственно, вот этот весь город, он, ну, как бы небольшой. То есть, можно сказать, что как экскурсионный. Ладно, ищем место для парковки. Ну и ну. Так, еще вот туда наверх какой-то ярус есть. Туда почему-то не пускают. Может, это только для машинок вот этих. Здесь этих рикш очень много. Кстати, смотрите, сколько тут тоже народу. Все на тачках сюда едут. На байках практически никого нет. И машин много, а вот людей не очень. Может, все от солнца пока что прячутся. Это что за здание? И здесь находится канатная дорога, которая ведет, собственно, на Ананасовый остров. Это парк... водный парк, аквапарк. И это, на минуточку, самая длинная в мире канатная дорога. И вот, по ходу дела, где вся очередь, мне кажется, что примерно здесь где-то все и происходит. Видите, как все наслоено? Эти фонтаны с лошадьми. Что это? Венеция? Нет, это Италия. Это Сицилия. Может быть, мы встретим здесь настоящих мафиози. Инстаграмное место, можно сказать. Красиво выглядит. Можно подняться как раз на второй уровень этого города. И вот прикольно, наверное, вон там наверху жить. Я видел видосики, оттуда виден салют. Каждый день, 6 дней в неделю здесь происходит шоу. Водное шоу. Оно вроде как платное. Мы посмотрим, что там будет. И салют взрывают. Каждый день. Ну что, Сережа, ты готов? Сегодня будешь гидом по Сантауну. Так, подожди, я ключи не забрал с байка. В общем, мы запарковались на самом верху этого города и будем просто сейчас пешком гулять, ходить. Сережа, решай, куда ты пойдешь? А я пойду с тобой. Я в бар иду. Какой бар? Ну ладно, по пиву можно. Короче, мы куда-то продвигаемся. Мне нравится вот эта многослойность, то, что здесь несколько слоев
домиков один на другой как бы накладывается. Ну, вот такая вот здесь движуха. Что вот эти машинки красно-белые, лимузины. Купить такой электрокар и на нем поехать в путешествие. Прикинь, сзади вот это все убрать, сделать кровать и триповать на таком. Пошли вот по этой лестнице наверх. На карте отмечены места, куда пойдет Сережа. Вот сюда. И мы просто кружку пива ищем. Вот сюда еще. Ну, вот это, значит, канатная дорога это. Почти 109 километров длиной она. Самая длинная в мире. Мы по-любому на ней прокатимся, и я надеюсь, что за эти 8 дней мы удосужимся купить билеты в этот аквапарк и сгонять туда. Сережа ходит, снимает контент. Я, короче, попытался объяснить Серому. Я говорю, чувак, давай я буду про тебя снимать кино. А ты будешь без камеры ходить и со мной общаться. Ну, что-то он не понял как бы смысла того, что, ну, уже происходит съемка. Ну, и, по сути дела, мы должны как бы вместе ходить и делать контент здесь. А он сейчас гуляет один, и я один. И это странно. Интересный такой арт-объект. Римские центурионы стоят. По центру, вот я не знаю, кто это, наверное, какой-нибудь там хз вообще, Ахиллес какой-то или кто там. Тут народ весь фоткается на фоне вот этих вот инсталляций. Место прикольное, но, блин, мне не дает покоя то, что все такое, ну, слишком ровное, слишком аккуратное, слишком красивое. Ну, как бы в природе такого не бывает. Что такое все вылизанное. Может быть, в этом и есть свой прикол, да, то, что это все, за все цепляется глаз. За перилку, за вот эти кусты подстриженные. Да, прикольно. Короче говоря, впечатление это, конечно, какое-то создает. Но ненадолго. Это что-то типа как быстрый дофамин. То есть ты посмотрел на это, такой, да, восхитился, и через минуту уже похрен вообще, типа, ну, дома какие-то стоят. Сереж, скажи что-нибудь, а? Что-нибудь. А еще? Ну давай, ну что ты? Ну давай, ну что ты? Сереж, я с тебя буду вытаскивать Сереж, все клещами. Все клещами. Просто будешь за мной повторять, я же это все в блоге оставлю. Повторять, я все это в блоге оставлю. Что он делает? Это что происходит? Сереж, ну давай, поговори со мной. Я люблю вот подобное. Ну хотя бы наводил, все равно, понятное дело. Полуразрушено что-то вот такие. Ну да. Как в Индии все вот это вот храмы, там где-то разрушено, где-то там подделано, наводелано. В этих пещерах Элоры, там эти сбоку сделаны колонны и замазаны этой штукатуркой. Мне хочется взбодриться, потому что я сегодня еле-еле встал. И меня до сих пор, на самом деле, сон клонит. Хочется кофеином заправиться. Жестким прям каким-нибудь. 107 донгов за латте. Ну, я надеюсь, что он будет вкусный. И взбодрить самое главное. Смотрите, глянь, что тут в пепельнице. Духи Версаче. Понимаете, в каком мы месте находимся? Смотри, туристов сколько идет. Это все вьетнамцы или китайцы, может быть? Или казахи. Выходишь с утра вон туда, наверх, и как центурион, ты знаешь, и так выходишь, просто руками разводишь, и такой: приветствую вас, люди Сантауна. Отправляемся дальше, время у нас 4 часа дня. А что там внутри, Серый? Слушай, прикольно, если бы здесь было, как в Кисловодске, я помню, фонтанчики с минеральной водой. И можно было бы попить. Смотри, прикол, вообще мозаика на полу. Да, офигенно. Поднимаемся. Это мы сейчас на 2-м ярусе находимся. Офигеть, смотрите, тут сколько байков. Это что вообще здесь происходит? Может, тут гастробайтеры какие живут? Смотри, там никого. А здесь вообще это что? Это что такое? Здесь лестница на 3-й ярус ведет, самый верхний. Мини-турист. Смотрите, я так и знал, что это Сицилия. Видите, револьверы, гангстеры. Они, короче, косят под Сицилию. Мы на самом верху. Здесь что-то тоже какое-то запустение. А, вот, кстати. Какие-то вообще вот это... Что это такое? Я уже запутался. А вот здесь сцена. Мы хотим сюда выйти на сансет. И клешни, и эта хуйня. Это какой-то полурак, полухуй. Вот это все не работает. Видно, что это даже в аренду еще не сдали. То есть тут все тоже в грандиозной стройке. А вот здесь, видно, заселены вот эти все здания. Вижу, там вон трусы чьи-то сушатся. Мы посмотрели, сколько стоят номера. Примерно где-то в диапазоне от 1 миллиона донгов здесь номера в Сантауне стоят. Самый дешевый нашли за 700 донгов. А еще один выше есть ярус.
Ну, красиво, да. Вот так выходишь с чашечкой чая и туда вниз спускаешься к морю. Только через толпы туристов, конечно. А вон великий мыслитель сидит. Призадумался. Какая-то стелла, девочки в красивых платьях. Вот лепнина, что это такое? Что случилось? Кто-нибудь объяснит мне, почему раньше, 3-4 века назад, у людей все окей было с пропорциями, с детализацией. И что случилось с людьми сейчас? Ну, вроде как бы руки у всех остались. И даже какие-то технологии появились. Почему стало хуже? Ну, в плане скульптуры. Это что вообще такое? Вы смотрите, что у нее с лицом? И почему это вообще то ли мужчина, то ли женщина? То есть это какие-то уже инновации, блядь. Вот примерно каждые где-то метров, наверное, 100 расположен какой-то арт-объект греческий. Вот здесь кусок, не знаю, чего там, Парфенона. Я просто вспоминаю рандомные греческие слова из моего подсознания. А здесь, смотри, из сериала «Доктор Кто?» «Плачущие ангелы». Сереж, ты фанат «Доктор Кто» или нет? Это мой любимый сериал. Прям реально любимый? Самый. Я не могу сказать, что «Доктор Кто» мой любимый сериал, но из научной фантастики британской это, наверное, лучшее, что только есть вообще. Поэтому, ну, он не для всех. Реально. Ну вот не сказать, что мы как бы сейчас находимся во Вьетнаме вообще, потому что ни архитектура, ничего не говорит о том, что это Вьетнам. Хотя бы какую-то шапку вот эту рисовую где-то повесили, реально. А, вот. Кстати, повесили. Все нормально. Что мы тут будем покупать? Что ты взял, Сережа? Розовой воды. Я в тебе не сомневался. То есть какая дневная норма вообще пива существует? Есть такая норма? Ну, то есть, я не знаю. Напишите в комментах, кто вот сколько пива в день выпивает и считает это нормой. Сереж, сколько твоя норма дневная? По-разному, от 3 до... До скольки? Да. До бесконечности, да? Не знаю, я не То есть вот это уже 4-5. Слушай, уже закат практически случается. Давай будем выбираться на пляж, потому что сейчас красивые будут такие цвета. Хочется тоже это все поснимать. Ля, ну ты прямо вообще, ты залпом, что ли, это все лупишь, Серый? Ох. Так и живем, вот такие вот у нас настроения. Смотрите, даже чувак из горшка прикурил. Вот это тоже неплохо. Вот она, эта лестница, смотрите, тут всегда просто дежурит, походу, фотограф на этом месте. И вот эти девочки в белых платьях. Красотки вообще. Погнали, спустимся. Вот это, наверное, самая инстаграмная лестница, которая здесь есть. Практически винтовая. Ух ты. И самые классные вот эти вот места. 1 миллион донгов. Вот это тоже там 1,5 миллиона, какие-то 2 миллиона. Я думаю, там пентхаусы эти вообще там стоят каких-то бешеных денег просто. Ну, красиво, да. Ничего не скажешь. Еще белые девочки в белом. Почему все девочки носят белое? То есть, знаете, раньше, в 80-е годы или в 70-е люди одевались намного прикольнее. То есть было много разных цветов. Красные, желтые, синие. Все какие-то были такие индивидуальные. Что случилось с этим миром сейчас? Я вообще весь в черном просто. Не, ну ладно, готы они были всегда. Но так-то в целом, что произошло с этим миром? Посмотрите. Люди как-то стали скучно одеваться. Вот просто идет чувак. Шорты синие, серые, вот это белое. Вот тут просто тоже черное. Ну как-то одноцветно, короче, это все. И скучно. Мне было бы круто, если бы вернулась обратно мода 70-х или 80-х годов. Вот это было бы веселуха. Если бы у меня была такая возможность, я бы хотел вернуться во времени именно в 80-е годы. И желательно, конечно, попасть куда-нибудь примерно в Америку, в Соединенные Штаты. И вот так это все выглядит снизу. Красота. Ляпота. Так, вот это еще один ярус города. Ну, в принципе, туда я не знаю. Мы, наверное, не пойдем. Потихоньку будем уже к набережной двигаться. Давайте попробуем найти среди всех этих людей NPC. Кто из них не настоящий? Вот эти девочки, может быть, в белом. Такое ощущение, что это просто подгруженные персы, которые сидят и фотографируются. Мы как-то раз в кофейне видели вот таких девочек, и несколько часов сидели, пили кофе, а эти девочки просто несколько часов фотографировались и пили коктейли какие-то.
Похоже реально, как боты себя ведут в компьютерной игре. Так, тут что-то будет. Включат музыку, по ходу дела, вечером. Чем все фотографируются на фоне фонтана с лошадьми. Ля Феста. Итальянская какая-то кофейня или ресторан. Ну, как бы, я не знаю. Назвал бы я это каким-то прям лучшим кадром. Что скажешь? Прикольно, видно. Видишь, она покрашена всякими пятнами сделана вот так вот. Да, да. Если бы она была волны, как морскими, она смотрелась бы лучше намного, антуражнее, море рядом. Ну, может быть, да. И вот эти пятна непонятно. Ну, короче, они типа сделали как Патталь, вот эту вот, ну, как состаренный стиль. Ну, я не знаю, я не зацениваю такое. Главный приток денег здесь происходит, ну, это еда и кафешки, понятное дело, но и канатная дорога. То есть все сюда едут, чтобы попасть отсюда. Это единственный способ попасть на остров Ананасовый, где находится этот аквапарк. Напишите в комментах, вот что вам это напоминает. Сделано как, на самом деле. Нанимали просто новичков всяких, там, учеников, блядь. Они лепили как могли. Где-то не получилось, да и хуй с ним. Тут пятно залепил ты, блядь, да, размазь его. И получится в итоге общая картина получилась. Возможно, так и было. Так, все, мы практически на море уже. Тоже прикольная площадь такая, снизу выглядит все немножко по-другому. И мы сейчас держим путь. Ну, тут изучим сейчас эти кофейни, посмотрим, что вообще здесь происходит. В принципе, все понятно. И вот там находится самая главная достопримечательность, ну, на мой взгляд, это такой типа мост, откуда можно смотреть закат. Будет видна еще сцена, где будет проходить водное шоу, которое тоже, я надеюсь, что мы как-то застать успеем сегодня. К нам еще сюда Мидори едет, так что, ну, хоть немного разбавим нашу компанию, и я думаю, что будет повеселее. Потому что вот иногда из Сережи прям приходится вытягивать тисками что-то, чтобы он начал разговаривать, но у него сейчас 4-я банка пива уже зашла в него, так что, может, скоро язычок Сережин развяжется, и он начнет рассказывать нам какие-то интересные вещи. Что ты интересного расскажешь? Интересно? Да. Что ты потерял? Сумма углов квадрата качества равна там, как он, пропорциональной гипотенузе. Или что-то там обратно пропорциональной. Это сколько IQ нужно, чтобы такую информацию переваривать? О, а тут прям пляж у них, что ли? Офигеть! Васик! Это какой-то резорт. Мы туда сможем пройти вообще? Диджей выступает. Частный пляж. Стоит. Никого нет на пляже, да? Это, походу, дело для жителей вот этого резорта снизу. Ну, прикольно. Солнечная такая атмосфера. Вообще, я не был днем в Гранд Ворлде, но я думаю, что плюс-минус там то же самое происходит в Гранд Ворлде. Но здесь вообще в целом получше. Здесь позеленее как-то и побольше вида пальмы, деревья есть. Архитектура больше нравится здесь. То есть тут они как-то все состарили, а на Гранд Ворлде они прям даже не стали заморачиваться и просто в один тон покрасили вот это красно-желтые домики. Ну вот она сцена. Каждый вечер здесь будет представление. Короче, вот эта вот часть, и, как бы они огородили заводь, да, вот здесь будет в центре происходить это представление. Вот чуваки летать на, я не знаю даже как это называется, на глайдерах из-под воды. И салют будет прямо здесь, в центре. Я понял. Это, знаешь, у нас страна начала давно уже, точнее, импортозамещение. Так и здесь тоже, типа. Надоел Вьетнам, приезжай сюда, увидеть частицу Европы. Да, построили часть Европы, чтобы можно было людям выбирать, кто-то хочет туда, а Европу не может поехать. И приезжает сюда, смотрит Европу здесь. Вот уже. Китайцы, они точно так же делают. Они же построили у себя там Францию, кусочек Нью-Йорка, у них даже Эйфелева башня есть натуральной величиной. Так, что, мы двигаемся дальше. Ну да. Ну, то есть это все рестораны будут. Выглядит это все необычно, потому что как раз-таки это все и делается для того, чтобы создать впечатление, что вот ты не во Вьетнаме, а где мы сейчас? Я не могу понять, где мы сейчас. Греция, Сицилия, там Италия, Испания, Франция. Здесь вот это вот багеты они рисуют. Вот это, смотреть, что это? Бавария, Бавария. То есть они просто берут частично и фигачат просто вот улицу немецкую, улицу итальянскую. Все вместе, короче говоря. По крафтовому. Давай. Угощаешь? Я не против выпить стакан классного крафтового пива. Мы идем в баварский какой-то рестик. Почему нет? Короче, чисто здесь побухать сюда народ приходит. Ну, прикольно. Дай-ка просмотрю. Какое-то, она говорит, здесь шоу проходит. Смотрите, много народа собирается. А, понятно, здесь даже шест есть. Что здесь происходит за шоу, ясно. Ну, кстати, не самое плохое, что можно увидеть вечером.
вместо заката. Я не буду, наверное, пол-литра пива. Я бы 0,33 выпил какого-нибудь классного, прям нефильтрованного. Сережа, ты знаешь, что я вот только с тобой пиво реально вот так вот пью? А Сережа, он ходит все время вот этот пивной флер, он постоянно пьет пиво просто, вот не прекращая. Мы утром встретились, ты уже 3 банки, блин, влупил, а сейчас уже 4-я. Так это утро будет, это будет обед. Ну, Вот сейчас дня. да. А сейчас какая? У тебя уже 5-я лежит в рюкзаке, и сейчас мы еще 6-ю фиганем. И это еще не закат, Сережа. Короче, давай заказывай. Мне не фильтрованную. Я все равно не шарю. Вот так вот, Сережа, я с тобой сопьюсь. Сам предложил барить. Я знаю. Я знаю. Я вот никогда себе радикально ничего не запрещал. То есть я как бы могу позволить себе выпить пиво, если хочу. Или могу позволить себе покурить кальян, даже если я бросил курить сигареты. И для меня это ок. Можешь что-нибудь исполнить? Ты пилатесом же занимался? Сверху прыгнуть Да. и повиснуть. Ну, здесь грандиозное какое-то шоу прям происходит. Такой большой зал. Даже интересно посмотреть, что тут. Не, ну а что, я даже не знаю. Ну, поставят, здесь девочка будет стоять, здесь девочка будет стоять. Может быть, сделать как-то уже анимацию, как будто бы это все уже произошло. Я даже не знаю. 300 донгов стоит забукать здесь себе столик. И, ну, я не знаю, посидеть здесь, типа, побухать. Сомнительная, на самом деле, история. Нам даже не разрешили на улице, прикиньте, пиво пить. Она говорит, только внутри можно пить пиво. Ну это что вообще за правила такие? Давай заценим. Крафтовое пиво за стакан. 70 донгов за стакан пива. Давай, Сережа. Твое здоровье. О, давно позабытый вкус со вчерашнего дня, да? Вчера мы тоже по бокалу. Охлаждаемся пивасом и идем дальше. Пошли? Угу. Так, выбираемся. Мне кажется, я уже немножко под шофе. Понимаешь, что прикол? Вот мне нравится вот немножко, когда выпил ты, вот именно вот седативный эффект. Вот, чуть-чуть, вот так вот тело чуть-чуть подрасслабленно, идешь такой мягенький, все. Более плавно. Пытаемся выйти на мост. Смотрите, здесь можно на этот мост пройти только тем, кто оплатил просмотр шоу. А шоу стоит 400 донгов. И причем стоил 600, а написано сейчас со скидкой 400. То есть за двоих мы 800 отдаем. Сейчас еще Мидори сюда едет. Уже 1 200 000. Уже как-то кажется дороговато. И говорят, что это шоу можно типа посмотреть, откуда там с какого-то места видно. Стоим и думаем, типа, идти нам на это шоу или не идти. Здорово. Ну что тут нашел? It's my friend. Hi. Hi. I'm Grinch. It's Grinch. Сергей. Green. Okay. Yeah. You go to the bridge? Yeah. Some show. Че, пойдем, пока эта штука не села, мы прогуляемся. Короче, это, если что, напиши, можем соединиться, еще Мидори приедет. Короче, теперь есть оператор, который может снимать меня со стороны, и вообще это на самом деле прикольно, потому что я в блоге себя в полный рост практически никогда не вижу, а значит и вы тоже. Сейчас идет тестирование вообще этого дрона, достаточно прикольно, плавно летит за мной, можно, кстати, включить, чтобы он летел спереди меня или облетал как-то сбоку, я пока еще не разобрался с этими всеми режимами. Кстати, самое прикольное то, что эта штука вырезает звук моторов сразу, искусственный интеллект, и можно разговаривать, используя телефон как микрофон. У него есть сенсоры, и он не врезается в объекты. Это, короче, выход чисто на террасу ресторана, тоже можно отсюда смотреть закат. Короче, не наша история. Вообще, это очень прикольно и необычно для меня. Пока что я понял, что он классно следит сзади, но вот как поставить его, чтобы он спереди меня летал, я пока не понял. Когда видит какую-то преграду, начинает немножко тупить или как-то странно себя вести. Ну там тоже столики внутри. Ладно, нет, пойдем отсюда.
Так, ну мы вышли вообще из этого Sunset Town на самом деле. И нам нужно теперь обратно как-то возвращаться. Смотри, мы же отсюда заехали. Короче, все, мы прошли весь этот город. Из-за Гарвуда здесь много сувениров. И, кстати, прикольно то, что уже вешают елки, наряжают новогоднюю атмосферу, короче говоря, добавляют. Так, и мы практически уже дошли. Блин, мне кажется, у меня язык заплетается после этого бокала пива. Практически уже закат случается. Ну, нам надо в идеале найти какую-то точку, откуда его посмотреть классно, а в идеале эта точка находится где-то на самом верху. Нам нужно вернуть туда-обратно, наверх подняться. В общем, уже, наверное, минут 10 эта штука за нами летает. Мы сейчас продвигаемся дальше по городу. Здесь уже начался фудкорт, зона фудкорта. Украшения, маркет, короче говоря. Вообще это прикольно, когда есть такой оператор, который за тобой следит. Единственное, что не хватает каких-то органов управления еще более на искусственном интеллекте, чтобы он сам периодически менял ракурс, облетал, например, сбоку, или, например, летел спереди, а не сзади. Это все можно переключить, но это нужно делать вручную. Да, попробуем, Серый, подожди. Где-то 10 минут дрон за нами летал, пролетели всю эту рыночную площадь, поняли, что в конце ни хрена нет, возвращаемся обратно. И, кстати, мы встретили Даню, это в прошлом видосе он был, это чувак, с которым мы в Пушкаре встретились, стримили вместе. И он сказал, что на шоу сегодня бесплатно, но мы как бы что-то не увидели, что там было что-то бесплатно. Так что, может быть, действительно так, поэтому мы идем сейчас обратно, посмотрим. Сейчас в поисках какой-нибудь быстрой еды, может, какой-то шаурму съесть, или вон, смотри, картошку продает. Сосиски на камушках. Так, что-то фудкорт. Закат. Я видел таких чуваков, это как какие-то в Питере жирафы там или зебры в костюмах. Ну, не знаю, роботы. Кому-то нравятся роботы, кому-то животные. Он еще так сочетается с этим желтым домом. Короче, с наступлением заката какая-то начинается суета. Прибавилось резко людей. И мы сейчас пытаемся найти какую-то верхнюю точку. Может, какой-нибудь балкон, откуда можно посмотреть красиво на закат. Короче, где-то должен по-любому быть руфтоп. До заката осталось, наверное, 10 минут. Надо прям бежать уже. Так, смотрите, здесь искусственный снег распыляют. У нас в России такого полно. Хорошо, когда не холодно, да, тетя? Это, кстати, снегогенератор, это реальный снег падает. Блин, но даже отсюда не видно. Еще выше. Мы вот, получается, с самого низа, это 1, 2, 3, 4 яруса. Ищем балкон, вот что-то типа такого, только общественный. О, здрасте. Нормально ты подлетела вовремя. Мидори, нам нужно срочно найти крышу, потому что там закат. И нам нужно куда-то наверх подняться срочно. Бутылку ты оставь, она пригодится. А вот закат еще не посмотрим. Блин, закат. Нужно было занять позицию. А какую позицию? Я не понимаю, где вообще здесь можно встать, чтобы смотреть закат. Крыши пустые, там нет на них людей. Вот это очень странная крыша, но было бы прикольно туда подняться. Кстати, там есть какая-то лестница. Какая-то закатная суета началась. Все, чил, релакс. Релакс. Закат будет еще завтра, чувак. Целая площадь людей. Кстати, я вижу, что некоторые люди, смотрите, вот один реально. Я думал, что много людей будет. Один человек, смотри, на крыше стоит. И все. И больше никого. Вот прикольное место, да? Посидеть, посмотреть на закат. Что можно сказать, кроме того, чтобы что-то бухнуть? Ни одного безалкогольного напитка даже нет. Подруга, рассказывай, как дела? Нормально. У меня байк не заводился. Ну, доехала, главное, на месте. Я его дотолкала до заправки. Вот, а потом мне вот там все заправки помогали завести. Мы с Сережей уже успели по пиву зарядить. Ты теперь все? Запой? Не, какой запой? Второе пиво за неделю, кстати. Это уже, да. Это что столько народу назад едет? Они что-то знают, что-то наверху происходит? И все вот эти люди, они на закат собрались и на шоу. А вон там мост, на котором типа самый крутой вид. Вау, красота. Слушай, это жемчужина. Вот это народу здесь. И смотрите, вон он этот мост. Друзья, ну скажите честно, нам стоило пойти на этот мост? Или не стоило?
Ну вот мы бы сейчас вон там стояли и смотрели на этот город вот оттуда. Но, согласитесь, отсюда тоже смотреть туда неплохо. Тем более, что все обращены к солнцу. Тест показал, что вот этот дрон в таком количестве людей при вечернем освещении абсолютно бесполезен. Он меня тут же потерял и начал переключаться на других людей и летать хаотично, короче. В общем, в одиночестве, да, прикольно его использовать для подсъема, но если есть люди и уже закатное солнце, все, не работают вот эти сенсоры. А сенсоров, кстати, у него немало, у него со всех сторон есть. Вот здесь сенсор, вот здесь. Ну, в общем и целом, прикольно. Короче, нужно больше практики, чтобы понимать, как управляться им. Потому что режимы реально не полуавтоматические. И я пока не понял, как переключаться органично, чтобы получались разные какие-то кадры. Ну, со временем все придет. Для первого раза, так сказать, пойдет. Закат снимай, что ты меня снимаешь? Прикол в том, что люди, которые слева зашли, они не могут как бы встретиться с теми, кто справа, только дотронуться друг до друга руками. Золки буду как притягивать там. Сюда иди, сюда иди. Плавно перетекли в вечерний Сантаун. Пойду Мидори расспрашивать о чем-нибудь. О чем спрашивать человека? Вот встречаешь просто ты незнакомого человека и спрашиваешь: чё, как день прошел? Я спала полдня, потом байк сломался. Пыталась завести байк. Сначала толкала до заправки. А еще я сдала 2 квартиры и немножко заработала. Это Sunset Базар. Мы там еще не были. Люди вообще. По моим ощущениям, здесь находится, может быть, несколько тысяч человек, а может быть даже больше. Сейчас декабрь, к 30 числу здесь будет просто аврал людей. Будьте добры, пожалуйста, включать нормальное музло. Не какую-то попсу или вот эту вот коммерческую музыку. Включите жирный сет, чтобы людей прямо начало разрывать. Чтобы все танцевали, чтобы было весело. Ну, какая-то вот общая коллективная штука типа флешмоба. И вот это будет эпично. Кстати, сегодня в Хэппи Будде патюха, по идее. И вчера была, и, короче, каждый день, походу, уже пати. Ну, в общем, мы сейчас на Гастрономической улице. Пожалуйста, смотрите цены. Крабовая карри, 780 донгов. Или крабовый жареный рис, 305 донгов. Ну и, в общем, собственно, здесь от одного ресторана до другого цены плюс-минус одинаковые. Где-то на человека выйдет поесть, мне кажется, от 300 до 500 донгов. Это в среднем. А если брать какие-то блюда чуть выше среднего, то это, 700 донгов, миллион на человека. Понимаете, короче. Посидеть здесь удовольствие не из дешевых. То есть мы еще южнее, уходим, углубляемся в улицы, так сказать. Я говорю, что ты меня ругаешь, типа, если снимает один, пускай один снимает. Я не ругаю, Сережа, я просто говорю, что я так по тебе соскучился, я хочу с тобой общаться, а я хочу, чтобы ты не был отвлечен на камеру, находился в моменте, а я буду снимать, как тебе хорошо. Если ты снимаешь, я тоже отвлечен на камеру, то есть в моменте. Да, но ты же расслабленнее чувствуешь, руки свободные. Ты с тобой общаешься просто, я расслабленнее, чем под камеру. Нормально, Серый, расслабься. И получаю удовольствие. Если на булки можно посраться. Не настолько, Сергей. О, вот это прикольное место. Смотрите, это что, кусок Колизея, что ли? Не хватает вот здесь вот этих центурионов. Вот, я всегда, знаешь, как смотрю с точки зрения архитектуры, как бы вот сделал я. И сразу хочется, как конструктор Лего, так вот вместо фонтана, да, поставить вот здесь какого-то центуриона с мечом, да. Было бы прикольно, потому что, здесь Колизей, здесь центурион, и представьте, как бы это органично смотрелось на закате. Воинственно и все в одном стиле. В общем, прикольная площадь. Уже такая рождественская. Толпы людей. Я так понимаю, куда-то идут.
Вот это вход на канатную дорогу на остров. Кстати, тоже прикольно на закате, да, проехаться и увидеть все это. Какой-то зал, колонны. Кстати, вы знаете, вот есть бутафория, ну, некачественная, а есть бутафория качественная. Вот смотрите. То есть это реально кто-то, кусочки эпоксидки или стекла, я не знаю. То есть, ну, все это кто-то вручную делал. И вот это уровень. Ну, потому что, блин, столько проделанной работы, видно, что это все прямо достоверно сделано. А есть, ну, прям совсем ширпотреб, некрасиво. Зачет. Здесь зачет. Мы можем на этот мост как-то подняться. Гляди, какой фонтан. Биг Бен местный. Сережа, ты знаешь, который час? Время пить пиво. Время пить чай. Сереж, какой твой любимый фестиваль из всех? Кубана. Кубана лучше? Конечно. Ну что ты можешь выделить из Кубана вот такого запоминающегося? System of Down, Stand 41, Offspring. То есть был на всяких крутых... Блядь, Offspring вообще дал нормально. Pendulum. Я не был, кстати, ни Offspring, никакие практически такие группы. Не, ну я согласен, это круто послушать вживую этих артистов. До него не было и после нет, блядь. Настолько эпичный. Я не успел сходить на Линкин Парк. Он уже засранец умер, блин, Честер. Значит, на Продиджи тоже не успел. Блин, Кид просто сгинул тоже. И что теперь делать? У меня, короче, осталась мечта. Я вообще просто с детства фанат Рамштайн. Я очень люблю их творчество. И у меня вот осталась мечта сходить на концерт Рамштайн. Куда угодно, где угодно. Только попробуй, блин, Тиль, помереть. До того момента, пока я не сходил и не увидел это грандиозное шоу. По-моему, «Рок над Волгой» был. Да, и, бесплатно был. И, кстати, «Рок над Волгой» — это был самый большой за всю историю вообще фестиваль по людям, который был у Рамштайна. Этот мост называется «Мост поцелуев», потому что люди с одной стороны, типа, доходят до людей с другой стороны, и у них вот они могут соприкоснуться, как поцеловаться, но не перейти друг к другу. Опять вот эта тема. Просто никто не пользуется лестницами, просто потому, что всем впадлу ходить ногами или что? Ладно, с нами еще 2 человека пошло. Она просто всегда пустая. В общем, у нас цель вообще максимально обходить просто это место и посмотреть, ну, типа, все, что здесь можно. Кстати, картины зачетные. Ну, то есть, вот это уровень художественного исполнения, ну, очень высокий, я хочу сказать. Это не какой-то ширпотреб. Видно, что наняли профессиональных художников. Это все вручную нарисовано акриловыми красками. Очень красиво и круто. Блин, эпично. Это самое жирное место, чтобы вы понимали. По местоположению, по еде, по качеству, мне кажется, архитектуры, декораций местных, прямо возле Колизея. Ну, это прикольно, да, здесь поесть. Кстати, кокос здесь стоит 25 донгов практически везде. Это мы только, смотри, Колизей обходим. Просто зацените, какой он огромный. То есть это буквально Колизей. Он закругляется. Мы его сейчас по кругу, что ли, обойдем? Я просто сначала подумал, что это просто кусок какой-то декорации, только с одной стороны. Почему вы не сделали вот эти окошки? Ну, подсветите их тоже. Ну, сделайте там тени, как будто там стоит Юлий Цезарь или что-нибудь. Ну, то есть можно было доработать как бы эту историю, но никто об этом не думает. Что здесь происходит? О, кстати, неплохой вьюпоинт тоже здесь на закат смотреть. Пошли есть. Пошли? Там пиво У подавать. нас квест «Покорми Сережу». Не, ну а что ты хочешь? Вот, да, какое у тебя пожелание? Я от тебя не отстану теперь. Мы в одной комнате 8 дней будем Я могу жить. сделать вот так. Сережа, это будет каждый день теперь. Каждый день, без выходных. 8 дней подряд. А потом будешь отдыхать, когда домой уедешь. А пока я от тебя не отойду ни на шаг. Даже не мечтай. Ты всегда будешь под надзором моей камеры. Так, мы, короче, углубились в самый юг этого Сантауна. Здесь же ни хрена нет. А, кстати, прикольно, вот здесь живешь, мимо тебя кабинки эти проплывают. Сережа, мы найдем тебе еды, не переживай. Я не переживаю, в чем переживать-то. То есть ты хочешь сказать, что у меня мало эмпатии, да, а ты супер эмпатичен. Я вообще Если бы ты был супер эмпатичен, ты бы мою эмпатию тоже подхватывал.
Я подхватывал. И что? Когда спил. Скучно, блядь. Не, ну давай. Я же все посмотрел. А как ты веселишься? То есть и что? Пиво ем, еду. Пиво ешь и еду, это все веселье? Но мы сейчас не именуем, мы просто Да всегда нет, придем просто- к этому. Блядь, заебал, погуляли, посидели, погуляли, И посидели. что, теперь спать идти или что? Нет, посидели, погуляли, Ну. посидели. Так, мы уже во внутренних дворах. Ну, вот, кстати, вот на этом отдалении, да, я думаю, что можно было бы здесь даже как-то спокойно пожить, потому что сюда уже и туристы особо не доходят. Мидори, что ты нашла? Собачьи письки. Это что такое? Собачьи письки, я говорю. Сам ты собачья. Есть гриб. Это цветы. В дворах фонтаны стоят. Это просто, чтобы вы поняли, это жилой двор. Жил бы кто-нибудь вот в таком месте вообще? То есть там мне не очень нравилось, там было шумно, но здесь уже вот прям кайф. Выходишь, а у тебя здесь уютная улочка. Приятная, фонтан течет. Какая-то арка стоит. Франжипани растет. Кстати говоря, франжипани, я соскучился. Срочно. Так, Пойдем. все, мы уже на верхний ярус. На верхний ярус поднялись. Слушай, давай, Сереж, тебе надо успокоиться, давай массаж ног зайдем. Я угощаю. Прям простату. Ну, ты, если хочешь, я тебе и простатой угощу. Массажем. Хорошо, что уточнил, блядь. Делать будет профессиональная вьетнамская бабушка Или деда. или дедушка. Дедушка-то получше знает в массаже простаты, Сереж. Я тут заценил 10 из 10, как они здесь все качественно делают. Мозаика крутая. Все какое-то вот, ну, прямо качество. Так, короче, 0,2. Где двойка? Вот она. Алло, милиция! Вызовите, пожалуйста, скорую. Кажется, я ебанулся. Короче, посмотрел только вот в этом районе цены на отели. 1,5-2 миллиона донгов за ночь. То есть это, походу, дело самый элитный район. Вообще здесь все какое-то на стиле. Вот это просто ресепшн какого-то геста. Гляньте внутри. Так уютно вообще. Вот эта вся архитектура, она, по сути, греческая, да, или какая-то вот, ну, европейская. И получается, что если она нам так нравится, ну, типа, всем нравится, что красиво как-то все выглядит, и получается, что в Европе вот так? Кто там был вообще в Европе? Если мы куда-нибудь в Италию, например, поедем, там все вот такое обычное, то есть еще красивее. Офигеть, так нам надо в Италию, значит? Если там так красиво и так все впечатляет. Вот здесь психоделии добавляет то, что мы, по сути дела, в Италии, то есть там Центурион стоит, там, короче, Цезарь кофе пьет, а здесь, значит, у нас коммунизм, звезды и серп и молот. Вьетнамско-итальянский вайб какой-то. Так, вернулись мы на главную площадь к нашим Центурионам. Стильные вот эти тачки, блин, мне нравятся, мне нравятся. То есть как кастом. Интересно, сколько такая стоит? Возникла идея, давай угоним машину. Ну как угоним, реквизируем. Ты умеешь заводить без ключа? Ну разберемся и поедем на нее в Камбоджу. Кстати, скоро визаран в Камбодже уже близится вообще. Блин, вообще как в сказке. Все загорелось, засияло. И вот это здание, прям так и хочется туда вот наверх залезть. Оттуда попялить. Так, короче, забираем наш транспорт и будем потихоньку к низу. Вообще, тут настоящий Джингл Беллс уже. Что домой, наверное. Какой смысл домой? Сережа? Я хочу 2К. Сколько и книга, блядь. Койка и книга? А что, у тебя спина устала? Да мне просто устал. Приляг. Да, пошли, Сережа, ну давай, реально. Ля, уже старик, блин, ты что устраиваешь тут, дед? Сил нет. Да как сил нет, ты давай мы, потому что тебе надо кофе пить или зеленый чай, а не пиво. Ты сам только мне вчера говорил, что пиво энергию забирает. Поехали поедим, реально, тебе еды просто надо. Так, у нас тут стопор какой-то произошел. В общем, когда мы пытались отсюда выехать, нас начали как-то выводить очень странными путями.
какой-то лесенкой. И мы сейчас обратно завернули вниз. Мидори ищет свой байк. И как суета, короче, какая-то началась. Вот прям все туда-сюда просто ездят. Короче, мы пытаемся найти еду. И это превратилось в целый квест. Потому что везде средний чек очень большой за какую-то, обыкновенную еду, либо это какие-то рестораны. И мы ищем вот этот фудкорт, где мы с дроном гуляли. Не можем никак его найти, потому что здесь, смотрите, карту. Это просто какой-то лабиринт, из этих улиц. Но хорошо, что мы хотя бы сейчас передвигаемся на байке. Побыстрее. Короче, снова паркуемся, пешком надо идти. Дальше нельзя. Смотрите, проходим мимо бара, где мы по пивку опрокинули с Серым. Там очередь прям стоит. И только Сережа, одинокий путник, идет в поисках еды. Сереж, нормально все? Че такой серьезный стал? А мне шрамы, вижу, росли. Ладно, Мидори, Сережа не в духе, я буду тебя вопросами доставать. Как вообще, что ты скажешь? У нас получился обзор этого места, Sunset Town. Что ты как заценил? Мне очень понравилось. А что понравилось конкретно тебе здесь? Вот из того, что уже увидел. Слушай, мне понравилось, что это место, оно больше обжито, чем тот город, в который мы ездили. Я тоже это заметил. И здесь уже такие рабочие лавочки, все людьми. И чувствуется, что тут люди живут прям. Да, чувствуется, что здесь уже есть какая-то жизнь. И это отличает, наверное, это место от того Silent Place. Согласен. Sun World был какой-то, совсем пластмассовый. Да. А здесь вот чувствуется и какой-то и вайб. Мне кажется, из-за того, что здесь много стилей они намешали, типа Италии, там, Греции, всяких вот этих вот европейских кусочков. А в Sun World в этом там ничего не было. Вот, Даня идет. Здорово, братан. Что, нашел что? Да, вот мы интересно идем на шоу. А, вы прям на сцену? Да. Я вам познакомился с малышкой, за компанию, что-то как-то совпало все. Прикольно. Мы решили, что-то не идти на это шоу, мы посмотрим его просто сверху. Ты, если будешь щелкать вот это шоу, скинь мне потом каких-нибудь фоток, а я их вот так вот типа чик-чик-чик вставляю в видос и просто посмотрим, что там вообще было. Давай, все, удачи. Смотри, он отпочковался. Он был один большой, а теперь появился карлик Бамблби. Они плодятся. Сережа, ты чувствуешь этот запах? Этот запах приготовленной вкусной свежей еды. Воняет ужасно. Пахнет реально отовсюду просто мясом, смешанным с рыбой. Мы проходим частичку Индии. Здесь панджаб стайл. И какой-то панджабский рэпчик играет. И можно съесть самосу или чикен 65. В Арамболе мы частенько заходили в панджабскую кафешку. Панджаб так и называлась на меню. Офигенно, панджабцы, они офигенно готовят курицы. Мне кажется, те, кто едят мясо, им всем вот в панджабскую кухню. Цены можете сами чекнуть. Но, кстати, здесь чуть подешевле цены. Смотрите, а вот это откуда здесь? Русский салат. Короче, как вы видите, здесь движуха только-только разгорается. Сейчас время 8 часов вечера. Народ весь вышел по фудкортам, по ресторанам. Вот абсолютно в любую центральную часть этого города, если сунуться, выглядит все примерно вот так наполнено. Нет никакой давки, в общем, офигенно. То есть по месту сбалансировано все, и несмотря на то, что сейчас туристический сезон очень высокий, не тесно. Так, Сережа, вижу цель, иду к ней. Допустим, суп 55, лапша с курицей 50-60. Нормальные цены? Нормальные. А все остальное что-то 3 дорого реально. Берем здесь суп. В общем, вот такой суп 100, и куриные супчики 50 стоят. Брат, где ты русский язык выучил? Спасибо. Где ты русский язык выучил? English, please. Фух, чуть присесть хоть можно с видом на море. Все более-менее тихое место какое-то нашли. Да пофигу уже, чем тут воняет. Главное, чтобы Сережа поел еды. Срочно, блядь, открывай топливные баки. Лен, а что ты реально тухлить начал? Не поел ты, домой, книжка. Это ты сопоставляешь еду с тем, что у меня нет плохого настроения. А с чего у тебя плохое настроение? Чего? Да, потому что я хожу, мне скучно, одно и то же, по комнате. Мы прошли, посмотрели. А что бы ты хотел? Подожди, то есть сидеть, для тебя дома веселее, чем здесь? На пляж, да. Так мы... 2 куриных и 1 микс.
Короче, мы еще находимся сейчас рядом с какой-то сценой, и прямо рядом с нами какой-то балканский концерт происходит, что-то типа того. Вон прямо там какое-то вообще представление устраивает. Девочки танцуют. В общем, мы реально супер голодные, поэтому сейчас сначала поедим, а потом пойдем дальше смотреть, что здесь есть. Скоро, кстати, салют. Ну что ж, приятного аппетита всем. Сережа, я надеюсь, что... Ладно, Сереж, я тебя не достаю. Сереж, хочешь кальмар? Он, смотри, тебя машет, смотри. Да. Зачетный супчик вообще. То, что было нужно. Лапшичка, тут еще пару кусков мяса кинули, креветку, одного осьминога этого и какой-то мясной шарик. Так, время 19:45. Мы, по ходу дела, пропустили фейерверк, который где-то вот там взрывается. Зато все сыты И Сереж доволен. и Сереж доволен. Сереж, лапша нормальная? Что ты такой Есть такой товарищ, злой? все вкусно. Знаешь, есть такой человек, ему все вкусно. А ты невкусный, наоборот. Блять. Ты меня не пробовал, пошли, потом лезли. Так, все, мы выбираемся. Кокосик взял. Че, лапши вот это пол-литра опрокинули. Ну, как-то приземлило. Хочется куда-то прям приземлиться конкретно. Здесь уже все, прекратили выступать. И все быстро закончилось. Че, мы подходим? Может, сейчас остатки шоу успеем посмотреть или нет? Ну, что-то там происходит. Короче, они как-то хитро так все сделали, что с моста, ну, естественно, все это видно. И очень мало точек таких, с которого это шоу будет прям хорошо заметно. То ли они на гидроциклах там катаются по воде. Выглядит эпично даже отсюда. Ну, хоть так. Атомная война какая-то происходит. Нормально, на 400 донгов, походу, они там повзрывали. Короче, чтобы никому не было обломно, я просто возьму видос, который кто-то снял, как выглядело это шоу. И вот сюда сейчас его вставлю. А? Смарт. Плагиат. Не, это не плагиат, это IQ 200. Народ в бассейне посмотрел все вот это шоу. Пройти на мост стоит 600 донгов со скидкой 400. Вот так с бассейна, с коктейльчиком посмотреть на шоу прям вот с краешка стоит 300 тысяч с человека. То есть дешевле, чем основной билет получается. И мне даже кажется, что с басикой это все даже намного прикольнее смотрится. Как только закончился весь этот фейерверк, толпы людей ринулись из этого места. Мы тоже сейчас выбираемся, идем к байкам. Лазеры прикольно, смотри, подсвечивают. Мы думали, на вот этой главной площади они как, ну, то есть все же видно этот мост, а они, видите, все закрыли вот этими щитами и не пускали людей. То есть они каждую слепую точку, ну, видимую, вернее, перегородили, чтобы вот люди просто не видели ничего. Короче, все. Еще не происходит. И чувствуется уже, что все. Такая музыка играет, как будто все. Расходитесь, все сваливайте, короче, отсюда по домам. Делать здесь больше нехрен. Все, Сереж, поздравляю, ты выжил. Ты пережил целый день. И много всего посмотрел. Ты смотришь мой канал? Я же здесь, Сереж. Я здесь. Посмотри на меня. Почему ты смотришь туда? Что с ним в мониторе? Он просто залагал. Залагал, да. Забаговал. Сережка. Дисконнект называется. Да, зато глянь, какой тут коннект. Поехали домой, нам ехать
40 километров практически в обратную сторону. Все, мы удаляемся из этого прекрасного места. Мне понравилось. Все круто. И даже лазеры эти, глянь, что это вообще за психодел? Единственное, это вот шоу, да. Ну мы как-то что-то пропустили, вот это зажопили мы эти 400 донгов. Ну и ладно. Так что все остались довольны. И даже Сережа, возможно, остался доволен. Я в этом пока что не уверен, на самом деле. Но... Еще есть один маленький нюанс. Да, пока еще есть нюансик, и Сережа будет доволен. Что? Да ничего, Сережа, все нормально. А тебе понравилось? Нормально. Прикольно. Нормально, все. Мой нормально, это феерично у обычных людей, блядь. Так, вообще, пораньше встали, и столько всего опять происходит. За целый день реально много всего удается посмотреть, прям поснимать. Что за магистраль? Вот здесь надо было лазерное шоу устраивать. Так, у нас остановка в какой-то помойке. Сережа что-то опять покупает. Сереж, я тебя нашел. Что берешь? 4. Это какая банка по счету уже? Кстати, Мидори, дом вот этот находится где-то здесь. Откуда она уехала? Я не помню, я говорил или нет, но Мидори из этого дома выехала сразу на следующий же день. Я в видео-то сказал, я говорю, я желаю тебе побыстрее покинуть это место. И она на следующий день пишет, я даже там переночевать не смогла и свалила оттуда обратно. Это что за персонаж идет? Котяра. А он меня облизывает. И мышцы такие у него. Видно, что дикий зверь. Как дела? Сереж, что ты от меня убегаешь? Знаешь, почему нас не замотали? Потому что мы банда. Короче, едем на пляж. Приехали в заброшенное вообще место. Что, тебе повеселее стало? Мне? Да. Блядь, посидел, поддохнул, да, Ага. поел. Топливо залил? Да. Блять, я заебался, я шел поздно, блядь, встал рано. Я когда вот так встаю, у меня энергия часов 5-6 прям так сразу вот так прямо седает резко. Так ее надо раскачивать. Так раскачиваю, блядь, вот. Пиво не берет, а что? Уже вообще не берет. Не берет, Сереж, тебя уже ничего не берет. Надо, блядь, искать. Мы в одной комнате теперь живем. Как я буду дышать вот этим, блин? Ты бухаешь целыми днями. Серьезно. Нормально. Я буду палить благовоний, блин, тогда в 40 штук. Благовония без проблем. Главное, дуриан не приносить. И дуриан буду каждый день, блин, приносить в хату. Мы, короче, приехали на пляж, на Дикий, где заброшенные резорты недостроенные. Вообще тут ничего нет. Ну, это такое у нас промежуточная точка. Мы здесь отдохнем, посидим, и потом еще где-то километров 20 до дома останется. Вот прикиньте, когда-то, через сколько-то лет, здесь все будет просто вот такой же город, как вы только что видели. И вот это все будет этот город. Все вот эти километры, много километров, 30-40 километров. То есть сколько пройдет, как вы считаете, времени? 10 лет, может, 15 лет, когда это все построят. Но по факту дома-то уже стоят, видите? Все уже построено, оно как будто заморожено. Даже магазины построены. Просто это все не запущено. И я не знаю, чего они ждут. Может быть, когда все люди поймут, что, ну, как бы остров, вообще-то, как и Вьетнам в целом, готов принимать миллионы туристов со всего мира. И не только там азиатов, а и европейцев тоже, чтобы кухня была разнообразная. Пускали и бизнес с других стран. И тогда, да, тогда, наверное, все это и запустится. А пока, видите, в таком спящем режиме все, потому что, по сути, ну, не нужно столько, здесь нет столько людей, чтобы все это окупалось и приносило какой-то доход. Что, я тебя прошу, не снимай, пожалуйста, контент. Почему? Контент не снимай. Сережа, ты такой контентный, ты себя видел вообще свое лицо? Ну, ебал, как его не бал, я знаю. А у это. тебя контентный фейс. Мне только, блядь, трэш-контент снимать, блядь, своим ебалом. Трэшный контент? Не, ну это же интеллектуальный контент. Мне похуй. Загибаю пальцы, Сережа. Что? 2. И что тут происходит? Я говорю, я выкину воду сейчас. А что тебе не нравится, Сережа? Я тут контент снимаю, Сережа на меня напал. Я не знаю, как я буду с Сережей 8 дней жить. Мне кажется, что я завтра в Камбоджу уезжаю. А Сережа остается один. А я, блядь, куда денусь? Ты не пропадешь, за тебя-то я не переживаю. Так, как получилось, короче, последний кадр был про то, что Сережа на меня напал, и как будто бы что-то произошло такое, а вроде все нормально. Мир, дружба, жвачка. Едем в Хэппи Будду.
Посмотрим, что там за тусовка сегодня. Здесь очень много всего построено, прям целый город, но он не открыт просто. Ну, либо не доделан на какой-то стадии уже финальной. Представляете, целые районы такие, то есть огромные, реально десятки километров. Так, мы снова в этом злачном месте. Шучу. Мы в Хэппи Будде. Сегодня погромче. И мы снова здесь. Сегодня, кстати, прям тут плотничком, а времени еще даже 12 нет. Народ с шариками пляшет, видите, праздник у людей происходит. И, в общем, нормально, плотничком вообще. Короче, подумаем сейчас, сколько будем мы тут находиться. На самом деле, сильно устали в Сансет-тауне за целый день. Но, блин, атмосфера все такая же классная. Рустам здесь с нами еще подъехал. Народу-то пришло на самом деле дофига. Появились африканские фаерщики, гуанские фаерщики. Здесь начался прям настоящий огненный театр. Разные реквизиты, Dragon Staff. Короче, куча всего, какие-то веера. Ну, в общем говоря, ребята из Южной Африки, насколько я понял. С огнем вообще другая атмосфера. Нормально. Йо, ман! Мне нравятся фаерщики, такие немного сумасшедшие люди. О, Dragon Staff. Это мой любимый реквизит. Я даже немножко умею его крутить. Вау, вот этот чувак знает, что делать. Вообще crazy. Чувак бешеный просто. Короче, чувак из фильма Blade. Такого реквизита я еще не видел. Это что такое? Мне уже интересно, что будет гореть следующим. Они просто не прекращают, начинают вытаскивать какую-то странную горящую хрень. Черные властелины огня. Сушка головы бесплатно. Посушим ваши волосы, придем в порядок. Чисто технологии из Южной Африки, друзья. Тусовка идет полным ходом. Ребята открутили фаер-шоу. Смотрите, народу даже на верхние этажи понабилось. Ну, мне кажется, по моим ощущениям, здесь около 150, может быть, даже 200 человек уже. Просто все распределены по разным зонам. Кто-то у костра там тусуется, кто-то на втором этаже. Ну и вот люди вообще по центру просто стоят. И самая основная комната, ну, тусерская, она вообще битком сейчас. Короче, время почти уже 4 час ночи. Мы такие тусеры вообще. Мы пришли сюда, значит, сидели, попили чаю, болтали, встретились тут с друзьями. И просто, ну, сидим как в своей компании, слушаем музло. И классно проводим время. Но все, уже реально сил нет, просто все хотят домой. Стареем, походу.
с Сережей зашли в супермаркет. Надо взять на завтрак еды. Слушай, ну день вообще сегодня плотничковый получился. Я хочу сказать, это даже мне не верится, что сегодня был переезд, что я еще даже вот сейчас второй раз только в комнату зайду, в эту квартиру. Он же дома. Блин, смотрите просто, что за трэш. Мы, походу, живем посреди рынка. Смотрите, здесь просто бурная торговля была весь день. Кстати, смотрите, 4 часа ночи, они только еще, даже вот есть те, кто еще складываются. То есть нормально, у них тут рюмочные, у вьетнамцев есть те, которые до утра там работают, сидят, пивко попивают или самогончик. Наконец-то этот день закончился. Он был таким длинным. Как это закрыто, Сережа? Звоните? Да, наверное, надо звонить. А как еще время? 4 часа ночи, что же мы будем делать? Завтра такой же плотный день устроим. Экскурсии, водопады, какой-нибудь хайкинг. Не, я в гору не пойду. А чё? Мы разбудили какую-то женщину. Пришли. Так неудобно вообще. Мамка его встала. Да, у меня... Ты будешь яичницу? Сейчас? Что, ты сейчас яичницу будешь готовить? Ну тогда готовь и мне тоже. Короче, все, народ, просто сил больше нет снимать. День просто супер долгий получился. Реально. Мне просто хочется сейчас вырубиться, еще эти тусовки. И, короче, какой-то перегруз. То есть последняя вот эта туса в Happy Buddy уже была какой-то типа лишней. И после посещения этого Сантауна можно было спокойно ехать просто домой и под впечатлениями, там, не знаю, смонтировать видос или позаниматься чем-то, чем угодно. Короче, какая-то тусовка началась. Бокал пива я выпил. Недавно кальян покурил. Надеюсь, вам понравились наши приключения фукуокские с Сережей, с Мидори. Спасибо, что ставите лайк, коммент пишите. По-любому буду еще снимать, будут какие-то вылазки. Мы вроде намереваемся сходить в аквапарк какой-то безумный, и по-любому что-то интересное еще происходить будет. Так что продолжу все это снимать. Ждите новых серий. Давайте скоро увидимся. Всем пока. Блин, смотрите, сколько вещей на этой кухне, я просто охреневаю. Я сначала подумал, что они на этой кухне живут. Время 4:20. Настоящие растаманы в это время не курят траву, они готовят яичницу. На хавчик пробила. А это уже будет поздний завтрак или это ранний завтрак? Заходит как что-то родное. Ну, раньше так делал всегда. Да? Хлеб, яйцо. Вообще удобно очень вот с этой кухней, реально. Смотри, у тебя все, что нужно, у тебя все под рукой. Ты, короче, в любой момент можешь, буквально сделать любую хрень вообще, какую только захочешь. Хочешь, сошьешь что-то. Тут подушки вообще, бери, спать ложись. Гамак, вот тут кровать есть. То есть тут на этой кухне кто-то живет. Тут, наверное, литров 10 самогонки. Вот здесь тоже, смотрите, литров 5, наверное. Бутылки такие серьезные. То есть это на долгие-долгие годы. Какой-то стратегический запас, возможно. Самое главное вообще, чтобы на кухне была отрава для крыс. Если на вашей кухне есть отрава для крыс, вам нечего переживать вообще ни за что в этой жизни. И вот здесь просто тазов. Да пошли, все. Я уже обзор кухни сделал. Нормально. Потом открываешь и уходишь. Прикольно. Именно в такой последовательности. Именно.